Друзья, рады приветствовать всех на нашем канале Дима и Лиля. Это интересно. Сегодня у нас 22 августа. Время неумолимо мчится ближе к осени. Осталось еще чуть-чуть, буквально 9 дней, и наступит осень. В одном из своих видео мы рассказывали о сложной ситуации с энергетикой, с водой в нашем городе, в Мариуполе. Ситуация более-менее наладилась. Да, не во всех районах еще есть свет. Есть очень пострадавшие районы, в которых до сих пор еще не восстановили электроэнергию. Но энергетики трудятся над этим вопросом. Электроэнергию хоть и восстановили в городе, но тем не менее наблюдается большая просадка напряжения. Мы очень долго решались и пришли к такому выводу с Димой, что нужно покупать стабилизатор. Потому что у нас напряжение, у нас, конечно, стоит на квартиру реле, и у нас есть там порог, когда отключается электричество, верхний, нижний порог, но вот сегодня утром, это вообще свет появится и сразу потухнет, потому что выше 160 не поднимается напряжение. И вот сегодня мы решили проехать по магазинам, посмотреть в нашем городе, какие стабилизаторы продаются, в какую цену. А вы, друзья, пишите в комментариях, какой вы нам посоветовали бы купить стабилизатор. Мы, конечно, еще и на Озоне посмотрим, и сравним цены в нашем городе, потому что это очень необходимая вещь. Друзья, Лилия уже заходила в некоторые магазины, приценивалась. Тоже, как выбрать стабилизатор, какой мощности, да. Мы вот планируем, я, например, так подсчитал, на 20 киловатт хочу взять. Хотя ей продавцы рекомендовали, зачем такой мощный, можно и на 13. Так как они все китайские, абсолютно все, да. Я думаю, если заявленная мощность 13, то в идеале там, если 10 будет, то хорошо. У нас, например, постоянно работает 2 кондиционера. Это, будем грубо считать, 6 киловатт, да. Плюс бойлер, еще 3 добавляю. Плюс холодильник, вот уже около 10 киловатт. А плюс еще лампочки. Чайник вдруг включить, и уже, я считаю, 13 киловатт не хватит, и будем искать 20-ку. По понятным причинам, я думаю, объяснять мы не будем. Магазины мы показывать не будем, какие мы заходим. Внутри покажем цены. Заходим мы в отдел электрооборудования. Это все, конечно, слабые стабилизаторы. 3, 12, 38,5 тысяч. А это 13,5. Цены не наблюдаю. Но предполагаю, что... вот он, да, 42 860. Выбор, конечно, я скажу, небольшой. Ресанта вижу. Вот десятка какой-то Юниэль. 21,5 тысяча. Все. А вот навигаторы еще какие-то ДИМ-12. 25 100. Вот это и весь выбор. Самый мощный 13,5. 43 тысячи почти. Склад какой-то за 60 тысяч. Такие цены. Сейчас еще спросим, если 20. Друзья, в общем, спросили у продавца. Да, 20-ка есть, но фирма Ресанта. Мы даже цену не стали спрашивать, так как эту фирму я не хочу. Читал очень негативных много отзывов о этой фирме. Ищем что-нибудь получше. Друзья, заехали мы еще в несколько магазинов. Со стабилизаторами оказалась у нас проблемка. Они есть, но они такие маломощные, там 3-5, максимум 10. Говорят, люди разбирают довольно-таки хорошо. И завоз, если и будет, то на следующей неделе. Что, двигаемся дальше? Друзья, нашли мы 20-ку. Вот такой вот. 39 тысяч, а этот на 12, 29 тысяч. Друзья, заехали мы еще в несколько магазинов, но приехали мы в данный момент на центральный рынок. Здесь еще, хоть и обеденное время уже, но еще некоторые магазины работали. Посоветовали нам фирму ВОТА. Здесь она, конечно, подороже, чем на Озоне, и дороже тысяч так на 5. Нас сильно, конечно, уговаривали брать 15-й. Я что-то хочу все равно 20-й. Да, я понимаю, нюансов много, смотря какая проводка. Он говорит, ваша проводка не потянет. Наши стояки проводку сделали 4 киловатта. Это очень, конечно, маловато. Почему такие слабые стояки поставили, я не знаю, как их пропустили. Может, так и должно быть. Вешний электрик. В общем, все равно я останавливаюсь на 20-ке. Вот
что-то вот хочу 20-ку. Потому что он говорит, если 15 брать, то будет выдавать 9 киловатт. Ну, все равно это мало. Ну, продавцы. Надо как бы и свое мнение иметь. Решили мы, в общем, взять на Озоне. В данный момент мы на центральном рынке. Рядом строится у нас опять ипотека, новый дом. Работа кипит. Паспорт объекта не вижу. Там есть всегда паспорт объекта. Ну, ипотечные дома строятся. Кто бы что ни говорил. Город наш развивается. Расстраивается, развивается, увеличивается в объемах своих. И как уже эта фраза, наверное, приевшаяся, но тем не менее, я опять ее повторю. Эти дома, они растут как грибы после дождя. Мы здесь не были несколько недель, посмотрите, уже возводится, практически даже возведен первый этаж. Ну, я так понимаю, что первый этаж это коммерция будет, потому что это центр города, это всегда престижно здесь иметь какую-то недвижимость в плане коммерческой недвижимости. Дальше там у нас идет на заднем плане это дом с часами, первый корпус и второй корпус. Там, конечно, очень красиво сделали и дворовая территория красивая. Мы однажды вам уже показывали в своем видео на нашем втором YouTube-канале, который ссылочка в описании под видео. Ну, почему-то хочется пройтись прогуляться и показать вам здесь, на этом канале. Подошли мы уже до дома с часами. Здесь, конечно, очень красиво, очень ухоженно. Высажены вот такие вот деревья. Они все одинакового цвета, такие в бордовых тонах. Главное, конечно, чтобы за ними ухаживали, и они не посохли. И хочу зайти во двор. Друзья, зашли мы в дворовую часть дома с часами. Здесь такие красивые хвойные насаждения. А также смотрю, возле корпуса 2 вот такая вот установлена площадка с песком. Детская площадка, но такие вот шезлонги красивые, позагорать можно, полежать. Не, очень хорошо сделали. Все такое деревянное. Ну, тут можно даже вот на велосипеде покататься. Мне очень красиво, мне очень нравится. Такой вот один весь стиль, вот дерево, коричневый цвет, такой под кирпич сделан первый этаж. Мне очень нравится. Камера везде установлена. Насколько понимаю, здесь уже люди живут, потому что парковки заняты возле этого дома, второго дома. Красиво. Давай во двор зайдем этого дома. Давай. Да, я сказала, что люди живут, потому что вот на первом этаже можно заметить, как люди еще там какие-то доделки делают, ну там в плане ремонта или улучшения своего быта. Здесь такая тень во дворе хорошая. У нас сегодня жарко, очень жарко, хотя ночи уже такие довольно прохладные. Красивые лавки стоят, очень оригинально. А также вот такие вот лавочки с теневыми навесами. Очень оригинально, мне очень нравится двор. И даже детская площадка есть. Еще не до конца она, конечно, установлена, потому что, я так понимаю, дом сдали, а территорию вокруг, либо это уже возле вот здания, которое было у нас раньше, которое стояло. Не, ну все, ярко, красиво, мне очень нравится. Порядок такой. Супер. Ну что, друзья, едем еще дальше гулять по городу. Мы уже определились, как Дима сказал, со стабилизатором. Будем заказывать на Озоне. Ну а сейчас у нас есть еще время немножко погулять, посмотреть, что у нас в центре, какие изменения. Ну и некоторые закупки в магазинах сделать, потому что завтра снова у Димы рабочий день. А я хочу еще немножко добавить. Вот нам часто пишут, где люди и тому подобное. Вот где люди? Вот мы сюда подошли, разговаривала женщина на первом этаже, было открыто окно. Но только я включаю камеру, как она бежит с этого окна, закрывает эти окна и жалюзи. Ребята, ну вот как-то так. Друзья, но только что мы выходили из-за дома с часами, к нам подошел молодой парень. Спросил, это вы, Дима и Лиля? Ну, конечно, мы. И хотел у нас сильно поблагодарить за прошлый ролик, который мы снимали про парк Патриот, про нашего мэра. Вот именно за этот ролик, что мы говорим правду, он нас хотел поблагодарить. Большое спасибо, мы старались для всего нашего города, нашего Мариуполя. Ну, друзья, единственное такой момент, вот хорошо было бы, если бы вы не только нас благодарили,
а вот на камеру высказывали свое мнение. Чтобы как бы люди слушали не только, что вот это как будто только мы так говорим, а весь Мариуполь об этом говорит. Но почему-то все стесняются или боятся высказать свое мнение. Ничего тут страшного нет. Абсолютно. И вот когда мы сказали, обращались к мэру, чтобы наводили порядки, да, есть изменения. И многие об этом знают, и многие нам тоже пишут это в комментариях. Изменения в плане того, что даже, например, тот же парк «Патриот», вычистили, сделали же красоту. Появилась у него компания, которая будет следить и наводить порядки. А теперь вот мы идем в центре города. Друзья, это центр города. Греческая площадь. Без претензий, как говорится. Показываем, как есть. Да, все в одуванчиках, травка уже почти по пояс, где-то по колено. Что центр города тоже требует своего внимания от нашего мэра. Хотя вот у себя в телеграм-канале я выпускала ролик, лично была свидетелем того, как в Ильичевском районе приехала группа газонокосильщиков, как я назвала, и они навели, реально, настолько порядок на проспекте Ильича, все выкосили, никакой травы нет, все убрали за собой. Приехал там трактор, какая-то техника приехала, все абсолютно поубирали, позаметали. Молодцы, что тут сказать? Только вот благодарность, большая благодарность. Это центр города, но тоже требует своего внимания. Очередной раз просим нашего мэра обратить внимание на центр города. Трава уже, как я сказал, по колено, где-то уже и по пояс. Это уже некрасиво. Я понимаю, что скоро она засохнет, уже осень скоро. Надо, чтобы наш город был красавец. И никогда не терял свою марку. Наш город самый лучший город. И мы все для этого будем делать. 100%. Как обычно, в выходной день мы никогда не успеваем готовить дома, особенно обед, обеденное время. Мы решили зайти в кафе и заказать себе сегодня пиццу. Вот такая вот вкусная, ароматная пицца. Называется «Оленевый охотник». Цена вот этой пиццы 600 рублей. Я уже в предвкушении съесть эту пиццу. Она так ароматно пахнет. Друзья, кто смотрит наши видео и ест вместе с нами, всем приятного аппетита. И нам тоже приятного аппетита. И двигаемся дальше. Переместились мы в центр города, район Тысячи мелочей, еще называют это на Голубях. У нас здесь очень красивое место. Я смотрю, прямо аж глаз радуется. Очень здесь пахнет розами. У нас много здесь их хвойных насаждений, много кустов роз, и они так пахнут. Это не вот эти вот там искусственные выращенные розы, а это именно вот настоящие, красивые и очень-очень пахучие розы. Вы не представляете, какой здесь аромат. Боже, как они пахнут обалденно. Они и с этой стороны, и с той стороны. Прям как город Мариуполь роз, пахущих, красивых роз. А еще здесь рядышком есть такой сквер, называется Лукоморье. И вот буквально несколько дней тому назад я такую информацию читала, что его реконструируют, его делают красивую такую зону для отдыха. И мы хотим сейчас с Димой подойти туда и посмотреть, на каком этапе реконструкция этого сквера. Это центральная наша площадь. Вы, наверное, неоднократно ее видели в наших видео. Здесь у нас всегда на Новый год стоит елка, центральная елка Мариуполя. Также здесь
площадь, где установлены, вот, стоят эти самокаты. Я, конечно, не люблю этот вид транспорта, потому что они ездят там, где надо и не надо, как говорится. И они так внезапно появляются, что от них аж пугаешься. И с этой стороны, вот впереди, друзья, здесь тоже розы. Здесь такие большие клумбы, а тут и желтые розы. Ну, вот представьте, какой здесь стоит аромат. Просто обалденный. Боже, как пахнет, как пахнет. Обалдеть. Такие желтые, ну тут такие уже небольшие кустики. Сами головки роз небольшие еще, ну это молоденькие, я так понимаю, розочки, но тем не менее они очень-очень пахнут. Ну, красиво, Да, красиво. очень Танцы красиво. везде убрано, попололи. В розах тоже вот все попололи, все чистенько, классно. Ну, а дальше как бы сил немножко не хватило. Но это еще время, наверное, не пришло. Время Не одуванчиков. успели. Да, мы еще радуемся одуванчикам, еще радуемся последним летним теплым денечкам. Хотя, в принципе, в сентябре месяце у нас, в Мариуполе еще будет достаточно тепло. Я даже помню такой период, что мы еще в первых числах октября ходили в футболках. А потом резко раз и уже там +5. Боже, ну я же говорю, я боюсь, когда вот кто-то сзади так тихо-тихо крадется на самокатах этих или на велосипедах. Так, ну что, подходим мы уже к перекрестку проспекта Строителей, проспекта Мира или проспекта Ленина. Ну, название и то мне нравится. Не знаю, кто как его называет. Ленина, Мира. Посмотрим сейчас на реконструкцию сквера Лукоморье. Ого, я смотрю, там такие горы земли уже лежат. Там находится Лукоморье. Но было в плачевном состоянии. Сейчас глянем, что там происходит. Ну что, мы перешли дорогу, пока что видим, выкопана земля, то есть ров выкопан, там прокладывают новую трубу, водопроводную трубу, а территорию самого сквера огородили решетчатым таким забором, там сняли верхнюю вот эту плитку или фемку, как мы ее называем. Все, друзья, фигурки все убраны. Здесь были фигурки, ну, так как это Лукоморье называется, то здесь, ну, естественно, какие-то фигуры из русских народных сказок были. Сейчас этого ничего нет. Снят вот этот камушек верхний, потом выкопаны такие рвы. Предполагаю, либо это для фундамента, либо вообще здесь будет прокладка электросетей. Ну, будут светильники новые ставить, освещать красиво эту территорию, этот сквер. Ну, пока что вот на таком этапе наш сквер Лукоморье. Ну, а мы двигаемся дальше. Идем мы уже по направлению к машине. Здесь, на этом месте, у нас раньше был торговый комплекс или торговый центр. Назывался он Обжора, ну, мы его так называли. Долго он очень стоял в таком сожженном, спаленном состоянии. Но на сегодняшний день вижу, что уже это все как-то собрали, как говорится, в кучу, или оно просто, ну да, собрали в кучу. Надеемся, что в будущем здесь вырастет новый торговый центр или торговый комплекс какой-то, или развлекательный комплекс, потому что вот это вот место, именно центр города, оно очень любимо нашими жителями, в большей степени молодежью. И здесь бы, я думаю, очень хорошая была проходимость для нашей молодежи. Какие-то развлекательные здесь мероприятия организовывались, либо вообще там зоны фастфуда здесь хорошо бы, я думаю, смотрелись. Ну, как я говорю, любимое место молодежи. Ну и в центре нашей площади, наших голубей, здесь установлен колокол мира. И мы очень ждем, когда он наконец-то зазвенит. Ну и в центре нашей площади, центра города, гордо развивается флаг Российской Федерации, триколор, а также флаг ДНР. И сегодня, кстати, друзья, День флага, так что всех поздравляем с этим праздником. Друзья, следующее место, куда мы приехали, буквально недалеко, это в пешей доступности, где мы только что с вами были, на площади, на тысячи мелочей, как говорится, на голубях. Подъехали мы к магазину. Когда-то мы вам его показывали еще на этапе, когда он только-только начинался строиться. Здесь все было огорожено забором, а на сегодняшний день у нас вот такой вот красавец. И мы уже, я смотрю, название придумали этому магазину. Называться он будет, такое красивое название,
Вензель. Это будет, я так понимаю, продовольственный магазин, потому что я уже видела фотографии, что там устанавливают витрины все различные для продуктов, ну, там бакалей, ну все, абсолютно все. Здесь раньше тоже был магазин, назывался он «Зеркальный». Здесь тоже такой достаточно проходимый, достаточно посещаемый людьми. И также возле этого магазина начинаются новостройки, конечно же, ипотечного жилья. Больше не буду говорить, потому что у нас в Мариуполе сейчас строятся только исключительно ипотечные дома. Все компенсационные, которые ранее строили, их уже построили. Конечно, некоторые еще не досдали даже. Но на сегодняшний день строится сплошная ипотека, и здесь жилье достаточно недешево стоит. Это центр города. Вот видите, опять мне сегодня одни велосипеды встречаются и самокаты. Ну, давайте зайдем, посмотрим в этот двор. Обещаю, что здесь будут очень красивые такие приватные дворы с пространственной атмосферой. Да, буквально пару месяцев назад здесь только кипела стройка, только что-то начинали возводить. На сегодняшний день уже вырос дом. Друзья, иду я вообще, я в шоке. Я же говорю, буквально несколько месяцев назад здесь было только этап строительства. Посмотрите, уже 3 дома готовые. Обалдеть, как они все это быстро делают. Зона, конечно, тут огорожена все, потому что сейчас и благоустраивают территорию. Смотрю, уже и детские площадки все это построили, поставили, установили. Разграничили такие парковочные зоны, и газоны будут здесь. Но вот так вот он выглядит со стороны, этот жилой комплекс. Я уже запуталась, если честно, в названиях этих жилых комплексов, потому что вот у меня за спиной вы видите один жилой комплекс, а вот впереди у меня, ну, дом, по-моему, практически так же выглядит, только у него совершенно другое название. Смотрю, работают генераторы, значит, в этом районе в данный момент нет света, ну, электричества нет. Да, у нас бывает отключают, как пишут, что это веерное отключение, ну, в связи с тем, что напряжение не вытягивает, как говорится. Правильно, я не знаю, как это говорят электрики, ну, не хватает напряжения. То есть в некотором районе есть свет, в некотором выключают веерно. Детская площадка возле вот этого вот жилого комплекса. Ну, такая приятная детская площадка. Поиграть, полежать в телефоне. Интересно в детворе тут посидеть. Это тренажеры. У нас... Да, тренажеры есть. Ну так, тренажеры одно название скажу. Ну, тем не менее, они есть. Это у нас проспект Строителей, центр города, проспект Строителей. Ну, а впереди это тоже ипотечные дома есть. То есть, видишь, молоденькие деревья высадили. Ну, и хорошо, что они поливаются, я думаю, потому что они все живые, эти деревья, ну, не завявшие. Так они ляжут. Полностью Да. целая аллея. Такая аллейка будет. Красиво будет. Ну и немножко дальше мы проехали с Димой, это уже улица Бахчеванжи, и здесь тоже очень много домов новых выросло. Ну, они уже даже сданы. Не просто их пока возвели, а уже даже люди получали ключи от своих квартир. Вот он один. Я скажу, очень красиво смотрится. Мне нравится вот это вот цветовое решение, которое выбрали для строительства этого дома, для отделки этого дома. Очень красиво. Первый этаж – это коммерция. Здесь уже открылся продовольственный магазин. И с левой стороны еще один жилой комплекс, еще новые дома. Это уже бульвар Богдана Хмельницкого. Сейчас мы с вами пройдемся и в ту сторону. А с этой стороны такая дворовая территория, скажу, она небольшая у этого жилого комплекса. Как он называется, точно не помню. Топаз или Аура. Я же говорю, у каждого дома есть свое название, которое уже вообще не запоминаешь. Ближе немножко подошли мы к следующему дому с Димой. И я иду и говорю, мне такое чувство, как вот пахнет дубом, дубовыми листьями. Так вот же. А вот они, дубы, да. Я сама в шоке, даже не знала, что в Мариуполе дубы растут. Они так пахнут. Такое вот впечатление, как
ты находишься в лесу уже, ну, такая, скажем, такое глубокое лето, у нас уже конец лета, грубо говоря, и листики уже засыхают, засохшие лежат на земле, и они так пахнут, тут реально пахнут лесом каким-то. Дом готовый. Блин, друзья, я в шоке, вот честно. Мы тут с Димой были еще перед нашим отпуском, еще в мае месяце. Здесь только такое строительство было этого дома на этапе застройки, а сегодня уже, посмотрите, все сделано, тротуарная дорожка сделана. Конечно, бы сделать вот это вот именно аллею улицы Богдана Хмельницкого, бульвара Богдана Хмельницкого, потому что она еще в таком не очень симпатичном виде. Ну а здесь довольно-таки неплохо все отделано. Тут тенек такой и старые вот эти вот деревья, которые эту тень создают. Зелено так все, очень красиво. Так ты посмотри, здесь преимущественно дубы. Да, да, я же говорю, что ну такие старые деревья. И слава богу, что они выжили, эти деревья. Первые этажи, я так понимаю, это все будет коммерческие, наверное, этажи. Хотя, может, это и холл будет. Не, коммерческие вот двери. Я смотрю, на верхних этажах уже окна открытые. Может быть, там внутреннюю отделку какую-то делать, потому что я еще не читала такой информации, что здесь уже розданы жильцам ключи. Очень интересно зайти в дворовую часть этого жилого комплекса, потому что ну, на картинках, когда мы еще показывали вам, достаточно симпатично было во дворах. Бульвар Богдана Хмельницкого, 12А. Ну и давайте зайдем во двор. С этой стороны солнечно. О, глянь, сколько охраны. Так, не поняли, кто тут идет такие. Да? Красавцы. Они знают, что мы ничего плохого не сделаем, поэтому они лежат все спокойненько и опять легли спать. Оказывается, это называется жилой комплекс «Аура». Вон, название просто увидела, там такой баннер. Парковки, ну, скажу, для столько количества домов и квартир, мне кажется, маловато, да, парковочных мест. Ну, так, всего да ничего, как говорится. Посмотрим на такие качели. Да, детские качели уже установлены. Ну, друзья, красиво, ярко. Для детворы эти качельки. Ну, это для малышиков таких, для совсем маленьких деточек. Не, ну то, что ярко, это очень красиво. Такая просто лазалка, там крутилка, как ее можно назвать. Ну и все. Небольшая, я скажу, территория, небольшая. И я не знаю, что здесь нету подземной парковки. Я не вижу, чтобы был въезд в подземную парковку, ну а наземной маловато, мне кажется, мест для машин будет. Друзья, оказывается, дом здесь такой нестандартной конфигурации. Это была одна часть, дворовая часть, а впереди меня еще одна часть. Я даже не знаю, сказать, что там первый, второй подъезд, нет, потому что входов здесь много, как вот в одной части, так и в другой части. Такой интересная, я же говорю, конфигурация этих домов. Здесь также территория с наземными парковками, но опять же таки, мне кажется, этого мало. А что мне нравится вообще вот здесь, на этой территории, что вот эти вот какие-то хозпостройки, какие-то вот здания, они все разукрашены, ну, естественно, в основном все так природа, там какая-то, либо море, вот здесь вот, например, море, какие-то лодки. У нас же все-таки морской город, очень красиво смотрится. Ну, вот такие вот новостройки у нас рядышком с обычными нашими пятиэтажными хрущевками. Друзья, на этом наша с вами прогулка по Мариуполю подходит к концу, но видео еще не заканчивается, так как у нас есть еще одно важное дело. Нам пришла посылка, неожиданно пришла посылка от нашего подписчика Дмитрия, за что ему огромное спасибо. Это не первая посылка, его всегда нас радует какими-то сюрпризами, какими-то подарками из Таиланда. И вот в этот раз он решил нас тоже побаловать подарками из Таиланда. Оставайтесь на канале и встретимся уже дома.
Друзья, мы уже дома. Вот она наша посылочка, полученная с Деки. Я слышу, здесь что-то булькает. Но Дмитрий, правда, написал, что там напитки интересные с Таиланда. Сейчас вместе с вами будем раскрывать и смотреть. Я очень люблю этот эффект неожиданности, когда вот открываешь посылку, и так интересно, что там лежит. Ну, как бы предположительно знаю, да, что там напитки лежат. Но какие? Так, первое. Ой, это какие-то конфетки. Боже, какие интересные. Ну, такие жевательные конфетки. Ну, как детям покупают. Всякие здесь, не знаю, мишки, какие-то клубнички. Так, следующее. Это что-то из клубники. 10 штучек. Ну это конфетки какие-то, вот такие вот клубничные. Все с Таиланда. Ой. Так, здесь сейчас распакуем. Это тоже сейчас распакуем. Так, это мыло? Я предполагаю, что это мыло. Да, мыло. Пахнет. Пахнет. Так, вот такие вот. Ага, это напитки. Дмитрий писал, что это растворимые такие напитки. Здесь, да, и с имбирем. А это звездочки. Грядет осень. Будем лечиться от насморка. Спасибо большое. Так, ну что, давайте открывать вот эти вот напитки. Открываем напитки. Ой, такая интересная дозировка. Ух ты ж! Ой, какая красотища! Вот такая кружечка теперь у нас с такими интересными напитками будет. Пам. Так, а здесь? Ну, здесь тоже что-то булькает. Ух ты! Ой! Угу. Это ром. Вот такая вот бутылочка рома. Спасибо большое вам, что не забываете нас. Друзья, ну решили мы открыть конфетки, попробовать. Дима говорит, ну как это? Получили конфеты и не попробовать? Ну, я первая, конечно, все пробую. Особенно по сладкому. Все то, что касается сладкого, я очень люблю. Тем более что-то такое новое. Это клубничная конфетка. Но это обычная, ну, как сосательная такая конфетка, карамелька. Она очень-очень пахнет вкусненько. Так, ну, а это сейчас будет пробовать Дима. Такой жевательный коллаген. Он тоже полезен. Знаешь, что я тебе дам, Дима? Жареное яйцо. Прикол. Ой, пахнет так, ты знаешь. Ой, как в детстве, знаете, такой запах. Точно как вот жвачки были в детстве. Там какие-то турбо, тип-топы были, если кто помнит. Да-да, очень похоже на жвачки. Обалденный запах, конечно. Только это конфеты. Очень-очень вкусный. Ну, вот эти, конечно же, напитки мы при удобном случае попробуем. Не сегодня. Дмитрий, огромное вам спасибо, что не забываете нас и постоянно радуете такими вот подарками. Друзья, на этом мы будем с вами прощаться, заканчивать это видео. Всем удачи, пока и до новых встреч в следующих роликах.